Проведите эту действенную практику с солью, если вы чувствуете, что вам завидуют. Благодаря соли вы берете потоки негатива, а также сможете уберечь себя от зависти и злости. Друзья, здравствуйте! С вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя. Желаем всем мира, любви и гармонии. Вы знаете, в каждом нашем сегодня доме, в квартире, в современное время мы с вами все используем соль. И приобрести ее, конечно же, не составляет абсолютно никакого труда. И соль сегодня продается в каждом магазине. Но не все знают о ее возможностях и о том, насколько сильной энергетикой соль обладает. Используя ее в разных ритуалах, обрядах, практиках, вы сможете привлечь к себе не только положительные энергии, но и убрать различный негатив. Даже такой сильный, как сглаз, зависть, порча. Она способна помочь нам очистить наше жилье от поступления ненужных для нас потоков, укрепить и восстановить наше биополе, а также выставить сильную защиту для вас и для всей вашей семьи. О способностях соли известно уже давно, к ней за помощью всегда обращались наши предки. Но в те времена достать ее было практически невозможно. И, к сожалению, вот тогда наши предки понимали, что удавалось им это не всем. Поэтому важно уметь правильно использовать соль не только на кухне, но и также в защите для себя. Делать это нужно по правилам, и тогда вы действительно можете изменить свою жизнь в лучшую сторону и подкорректировать все те моменты, которые создают вам определенные неудобства. Часто мы в своей жизни сталкиваемся с человеческой завистью. И если человек, который завидует нам, имеет более сильнее биополе или, например, специально отправляет нам эти потоки сильного негатива, это все приносит в нашу жизнь, к сожалению, рано или поздно неприятные изменения и события. Потому что, к сожалению, зависть присуща очень многим людям, и порой даже самым близким. Так получается, потому что люди не стремятся идти своей дорогой, добиваться своих целей, а все время пытаются сравнивать себя с кем-то, да и огорчаться, что у них не так, как у кого-то. Например, если у вас хорошая работа, крепкая семья, стабильное финансовое положение, вы можете позволить себе, например, ездить на отдых. Будьте уверены, вокруг вас есть обязательно завистники и враги. Если на данном этапе эта зависть не начала разрушать вашу жизнь, обязательно выставьте защиту для своей семьи. Для этого обязательно пошейте столько маленьких красных мешочков, сколько членов вашей семьи. В каждый из них положите немножко соли, корицы, 3 горошины черного перца и по кончику от большого лаврового листа. Также не забудьте и капнуть 3 капли эфирного масла мира. Такой мешочек каждый из членов вашей семьи должен будет проносить при себе на протяжении 3 дней. Когда вы будете давать каждому из членов семьи, нужно обязательно будет сказать следующие магические слова. Соль, помогай от зависти, ненависти защищай. Корица, положительные энергии привлекай. Лавровый лист и мира помогайте. Моих родных оберегайте. Перец счастья привлекай и жизнь им, говорите имя кого, заполняй. Затем эти мешочки нужно будет выкинуть в водоем. И проговори следующие слова. Защиту эту доброжелатель не достанет никогда. Будет меня она оберегать всегда. Вода посыл прими и в большем количестве мне возврати. Когда проделаете эту практику, вы уже можете больше ни о чем не переживать. Никто не сможет принести вам и вашей семье вред. Но после этого недоброжелатели, ваши враги, завистники уйдут из вашей жизни. И, возможно, вы потеряете даже близких знакомых. Поэтому будьте готовы к этому. Если, друзья, в вашем регионе нет водоемов, то в таком случае возьмите ведро или емкость, которая вам больше не нужна, не пригодится. Возьмите, налейте в нее воды, бросьте эти мешочки и размешайте хорошенько. И после этого выкопайте ямку, и это все вылейте туда. А это ведро или эту емкость ни в коем случае больше не используйте. Обязательно возьмите, поломайте, чтобы никто тоже не мог использовать, и выбросите на мусорку.
А если уже в вашей жизни начали происходить неприятности, какие-то проблемы, задумайтесь, с какого момента это начало происходить. Только, пожалуйста, никогда не спешите, не стремитесь сразу сделать выводы. Сосредоточьтесь и, проанализировав все, вы поймете, когда, в какой момент это произошло. После какого приятного события в вашей жизни. Ну, например, когда вы обрели свою вторую половинку, или получили денежную премию, или нашли хорошую работу, купили квартиру или машину и так далее. Присмотритесь также, если в вашем окружении есть такие люди, то все, что сейчас у вас происходит, это их энергетическое влияние на вас. Должны понимать, что когда у вас что-то получается не так, ваши враги будут радоваться. И когда неудачи преследуют, они становятся, знаете, вот такими веселыми, радостными. Первые спешат остальным поведать о том, что у вас не все хорошо в жизни. Но так бывает в жизни, вот такие вот люди. А также такие люди начинают постоянно сплетничать о вас, придумывают какие-то различные неправдивые истории, и с каждым разом все больше и больше. И вы всегда в этих историях показаны, к сожалению, только с ужасной, кошмарной стороны. И при этом они будут стараться давать вам советы, зная, что они обязательно приведут вас еще к большему количеству различных проблем и неприятностей. Вы, к сожалению, начнете постоянно конфликтовать, стараться вы будете нервничать, переживать. Кроме того, такие люди будут стараться испортить вам в день, сказать какое-то нехорошее слово, высказать свое мнение, зная, что этим самым они обидят вас. Они могут навязывать свое мнение, и когда вы с ними не согласны, не только обижаются на вас, но и постоянно повторяют фразу, что вы еще пожалеете, что не прислушались к тому или иному совету. Такие люди способны своей завистью перевернуть вашу жизнь в худшую сторону и будут только рады этому. Они постоянно посылают вам потоки сильной разрушительной энергии, которая влияет на вас и наполняет вашу жизнь различными неприятностями. Вам срочно нужно избавиться от этого негатива, вернуть свою жизнь в прежнее русло. Это очень важно. Для этого вам нужно купить будет пачку соли, которая поможет вам с этими неприятностями, проблемами, с этим негативом справиться. Итак, в полночь зажгите свечу желтого цвета, установите ее и сядьте перед ней. Но в период практики вам обязательно никто не должен мешать, иначе у вас, к сожалению, ничего не получится. Разместите возле вас блюдце с левой стороны и пачку с солью. Смотрите внимательно на огонь, сконцентрируйтесь и вслух проговаривайте имена тех, кого считаете, что такие люди могут вам навредить. И сами говорите такие слова. Если ты ненависти и зависти посылы ко мне отправляешь, их обратно забирай и мне больше не отправляй. И берете, то есть вы приготовьте блюдце или тарелочку и кидаете вот жменю соли в это приготовленное блюдце. Если в этот момент фитилек начал подергиваться или коптить, значит этот человек и есть ваш недоброжелатель. Обращаем на это ваше внимание. Затем напишите его имя на бумаге, подожгите этот листок бумаги, скажите следующие слова. Все негативные потоки прерываю, хозяину их возвращаю, а негатив себя и своей семьи весь очищаю. Когда наша бумажечка догорит, киньте пепел на соль и сделайте солью 3 круга по часовой стрелке, перемешивая. Свечи обязательно дайте догореть. После этого соберите соль полностью, всю и ту, что использовали, и ту, что осталось у вас в пачке. Киньте туда и огарок свечи. Далее поставьте возле входных дверей, а блюдце хорошо помойте. Если вам не жалко, то лучше, конечно, такое блюдце разбить и выбросить. Далее, на следующее уже утро вам нужно вынести все это далеко от вашего дома. И когда будете выбрасывать, проговорите следующие слова. Все плохое из своей жизни убираю, откуда пришло, туда и возвращаю. Свою жизнь и членов своей семьи в прежнее русло направляю и только счастьем наполняю. Проделав эту сильную действенную практику, ваш недоброжелатель обязательно объявится в ближайшие 3 дня.
будет стараться стать вам ближе, будет говорить какие-то слова, просить прощения, возможно, придет с каким-то подарком. Если он далеко и он все-таки трус, то он будет вам писать какие-то сообщения. Не поддавайтесь, держитесь от таких людей на расстоянии, даже если это близкий для вас человек. С каждым днем ваша жизнь будет становиться лучше, и очень быстро заполнится только приятными моментами. Друзья, используйте эти простые практики, которые действительно помогут вам избавиться от всего плохого, что вам мешало, и защитить вас в дальнейшем от посылов злых людей. А вы знаете сами, особенно те, кто работает в больших коллективах, те, кто имеет большой круг своих друзей, знакомых, они видят иногда очень часто, как люди друг другу завидуют. И вот эта зависть, эта злость, эта ненависть, она очень влияет на окружающих. К сожалению, если вы сильный человек и у вас сильная достаточно энергетика, вы, возможно, этого не замечаете, не чувствуете, но проходит время, и вы начинаете, знаете, видеть, что там какая-то проблема, там не получилось. Знаете, это благодаря вашим друзьям, знакомым, возможно, даже родственникам. Помните об этом, берегите себя. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.